Мать заметила, что на ее ребенке появляются царапины, поэтому она установила камеру, чтобы узнать, что происходит. Когда она увидела, что делает ее кот, она расплакалась. Шарлотта была 25-летней женщиной, которая жила в небольшом городке в Америке. Единственное, чего Шарлотта всегда хотела в жизни, это иметь семью. Она выросла в окружении своих братьев и сестер, поэтому молодая женщина привыкла всегда быть окруженной множеством людей. Но несмотря на то, что она хочет иметь собственную семью, Шарлотта понимала, что нужно закончить колледж и получить хорошую работу, чтобы она могла обеспечить своего ребенка. В то время молодая женщина была на последнем курсе колледжа, а она училась на архитектора, так как всегда увлекалась зданиями и дизайном, и надеялась, что однажды сможет спроектировать здание, которое будет построено в центре города. Но несмотря на то, что Шарлотта была очень амбициозной, желание иметь семью заставляло ее чувствовать себя очень одинокой. Чтобы излечить свое одиночество, она решила усыновить животное. Хотя Шарлотта любила всех животных, она решила, что собака будет не лучшим выбором для нее на тот момент в ее жизни. У нее просто не было времени выгуливать ее и уделять внимание, которое бы потребовалось. Зная это, молодая женщина решила усыновить кота. Она пошла в местный приют и посмотрела на всех животных, которые там были. Возраст кошек варьировался от котят, которым было несколько недель, до кошек, которым было более 10 лет. Однако ни одна из них действительно не выделялась для Шарлотты. Когда женщина уже собиралась отказаться от поисков, она наткнулась на клетку, в которой содержался довольно необычный кот. Животному было примерно 5 лет, и в информации на его заметке об усыновлении говорилось, что его нашли бродягой. Сама кошка была очень пушистой, и казалось, что она была смесью пород, хотя Шарлотта и не могла точно определить, каких именно. Приют дал этой кошке имя Трикс, имя, которое Шарлотте понравилось довольно сильно. Когда молодая женщина посмотрела на Трикс, кошка подошла к прутьям своей клетки и мяукнула. Именно в этот момент Шарлотта поняла, что нашла животное, которое хотела взять домой. Как только она собиралась найти кого-то, чтобы помочь ей заполнить форму усыновления, к ней подошел молодой человек. Он сказал Шарлотте, что он волонтер и что будет рад помочь ей усыновить Трикс. Он рассказал Шарлотте, что кошку подобрали еще котенком, но никто не хотел ее усыновлять, поэтому она провела в приюте все 5 лет. Как только усыновление было завершено, мужчина по имени Мартин спросил ее, можно ли ему иногда навещать кошку. Он привязался к ней за эти годы и будет скучать. Шарлотта сначала колебалась, но согласилась позволить ему приходить время от времени, чтобы увидеть Трикс. Как только Шарлотта привела своего нового питомца домой, она была шокирована, увидев, как кошка реагирует на новую обстановку. Она была очень агрессивной, часто нападала на Шарлотту и шипела на нее, если та подходила слишком близко. Но молодая женщина была решена подружиться с животным, и поэтому она потратила время, чтобы медленно приучить Трикс к своему присутствию и новой обстановке. Это заняло несколько недель, в течение которых Мартин часто навещал и даже помогал Шарлотте успокаивать животное. По мере того, как двое людей узнавали друг друга, они начали сближаться на основе общих интересов. Мартин рассказал, что он в настоящее время учится в колледже, чтобы стать врачом. В конечном итоге Шарлотта и Мартин начали встречаться, и вскоре они обручились. Через пару лет Шарлотта смогла найти себе хорошо оплачиваемую работу в местной архитектурной фирме, а Мартин был полностью квалифицированным хирургом. После того, как они решили, что они достаточно финансово стабильны и знали, что всегда хотели иметь свою собственную семью, Шарлотта
и Мартин решили завести ребенка. Через 9 месяцев Шарлотта родила мальчика, которого пара решила назвать Даниэлем. Сначала и Шарлотта, и Мартин беспокоились о том, как Трикс отреагирует на ребенка, но к их большому облегчению кошка мгновенно привязалась к малышу. Кошка всегда старалась быть рядом с Даниэлем и защищала его от всего, что считала опасным. Через несколько месяцев Шарлотта решила, что хочет вернуться на работу, и поэтому она и Мартин начали искать няню для присмотра за Даниэлем в течение дня. Они опросили множество людей и в итоге наняли женщину по имени Саша, которая, как показалось, имела лучшие рекомендации из всех просмотренных резюме. Сначала казалось, что с новой няней все идет хорошо. Даниэль был в восторге от нее, и Трикс не колебалась, когда она была рядом. Шарлотта и Мартин были рады, но затем начали происходить странные вещи. Однажды Шарлотта заметила на руках Даниэля царапины и небольшой синяк. Обеспокоенная мать спросила у Саши о травмах, на что няня ответила, что кошка начала проявлять агрессию по отношению к малышу и начала на него нападать. Шарлотта была в ужасе от этой новости. Она не хотела, чтобы ее пушистый друг и ее малыш не ладили, но когда молодая мать начала размышлять над историей Саши, она начала сомневаться в том, что ей было сказано. С самого первого момента, как Даниэль был привезен домой, Трикс проявляла только любовь и привязанность к малышу, так почему же она начала проявлять агрессию сейчас? Не убедившись в словах Саши, Шарлотта решила установить скрытую камеру в комнате Даниэля, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Но когда она просмотрела запись, она расплакалась от того, что делала Трикс. Сначала все казалось нормальным. Саша покормила Даниэля и затем уложила его спать в кроватку. В это время Трикс лежала на подоконнике. Но как только малыш начал издавать звуки и плакать, Саша быстро вскочила с дивана и направилась в детскую спальню. Увидев движение, Трикс тут же поднялась и побежала за взволнованной женщиной. Оказавшись в детской, Саша начала кричать на Даниэля и даже поцарапала и ущипнула его за руку, пытаясь заставить его перестать плакать. В этот момент Трикс запрыгнула в кроватку и поцарапала Сашу. Няня отпрянула от ужаса и попыталась прогнать кошку, но животное не сдвинулось с места, защищая малыша. Решив, что она увидела достаточно, Шарлотта связалась с местной полицией и рассказала им обо всем, что она только что видела. Увидев доказательства, полиция арестовала Сашу и отправила ее в тюрьму за жестокое обращение с ребенком. Между тем Шарлотта и Мартин избаловали Трикс до безумия, предложив ей столько лакомств и игрушек, сколько она захотела, в знак благодарности за защиту их драгоценного малыша. Эта история лишь доказывает, что кошки так же верны, как и собаки. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.